Друзья, всем привет, на связи. Вы не поверите, но это первое видео в 2024 году. Это моя первая вылазка на моноколесе. Даже не знаю, что вам на это сказать. И причина тому не сугробы, не какая-то нехватка времени. Хотя, скорее, это, наверное, оно и есть. То болел, то не болел. В общем, начало февраля, и это первая вылазка. Стер пыль, помыл, выбрался. Ну, а чтобы вам было не только интересно смотреть, но еще было познавательно, я расскажу для тех, кто планирует покупать моноколесо, почему этого делать не стоит. Другими словами, про несколько минусов моноколеса. Не забывайте, если вы хотите поддержать канал и его развитие, не поскупитесь на палец вверх и на подписку. Коммент по желанию. Первый минус, и он относится, в принципе, ко всем моноколесам, неважно, ну, скажем так, к 90%. Какие-то V5F, я думаю, что не берем во внимание, хотя и они тоже. Это дороговизна моноколеса. И какое бы ни было у вас крутое моноколесо, старое, новое, среднее, быстрое, медленное, мощное, тяжелое, легкое, оно будет всегда стоить дороже банально того же велосипеда, банально того же самоката. Даже, знаете, вот я пытался посравнивать характеристики электросамокатов. И по сути за ту цену, за которую можно приобрести моноколеса с такими же характеристиками, электросамокат будет стоить дешевле. Что говорить о том, что за 3000 баксов, ну если мы говорим про какие-то топовые моноколеса, 3,5, 3,400, 150 тысяч гривен, посчитайте сами курс валют на калькуляторе. За 3000 баксов можно купить автомобиль. Тот, кто, наверное, всю жизнь катается, как и я в свое время катался на велосипеде, у него, скорее всего, в голове просто не уложится мысль, что за эти 150 тысяч гривен можно купить 15 велосипедов. Ну, то есть цена велосипеда, ну, пусть 8 тысяч гривен, пусть 10 тысяч гривен. И за 150, да, за топовое колесо 15 велосипедов. Вы этот велосипед можете просто разносить в пух и прах, меняя его раз в месяц, просто его выкидывая на сметник. Второй минус, почему не нужно покупать моноколесо, потому что на нем вам нужно будет учиться ездить. У кого-то учеба проходит быстро, без падений, без синяков, без натираний ног. У кого-то медленно, у кого-то кто-то на это тратит вечер, кто-то на это тратит неделю, 2 недели. Реально есть такие люди. Все зависит от вашего образа и стиля жизни до этого. Если у вас хороший баланс, если вы до этого катали на сноуборде или на вейксерфе, или на серфе, или банально даже на скейте, на роликах, там, на коньках, конечно же, у вас процесс такой адаптации пройдет намного быстрее. Если вы впервые сталкиваетесь, и кроме как на велосипеде вы ни на чем раньше не передвигались, то, скорее всего, у вас это затянется чуть-чуть дольше, чем у меня. Я на это потратил, ну, скажем так, первые метры, да, первые там 3-5 метров я вот без опоры смог проехать где-то через 2,5 часа. И то при том, что я учился на даче, на неровной поверхности, на траве, с какими-то буграми возле какого-то забора. Кстати, если вам интересен ролик, за все время существования канала ни разу я еще такого не записывал, как я учился, мой, скажем так, опыт, и как бы я рекомендовал новичкам учиться ездить на моноколесе. Нужны эти циркули, не нужны, дайте знать в комментах, если вам это будет интересно. Третий минус, и это тоже, я с ним не могу не согласиться, это падение.
падение при обучении, падение при езде. И сюда же, наверное, в этот же пункт я не стал разделять, можно добавить натертые ноги, натертые у кого-то щиколотки, у кого-то голени, у кого-то, у всех по-разному. Падение не потому, что вы преувеличиваете свое умение, свое мастерство, а просто потому, что это непривычно. Это точно так же, как вы встаете на велосипед, передвигаясь до этого на ногах, на двух ногах. Вы можете падать просто банально с непривычки. Не потому что не умеете, а вот потому что вот так вот. Следующий неоспоримый минус – это сложный ремонт. Да? Банально даже если есть необходимость заменить камеру в велосипеде, я это могу сделать без каких-либо преувеличений на велосипеде, за 5 минут. За 5 минут это с учетом поклейки, заклейки, выдержки этого суперклея, латки там и всего остального. На моноколесе заклеить камеру с учетом его снятия колеса, разборки, разбортировки, а это тоже, скажем так, не минутное время. Наверное, на это нужно, если это не первый раз, потратить, наверное, час. Если это первый раз, вы на это, наверное, потратите полдня, то и больше. Более того, если это где-то в дороге, то для ремонта велосипеда вам нужен, в лучшем случае, латка и суперклей. Может, кстати, даже без суперклея, под давлением оно прижимает эту латку очень неплохо. Для моноколеса нужно побольше. Нужно побольше, как минимум, бортировки, потому что пальцами вы просто это не снимете с обода. В общем, есть нюансы даже по простой замене или заклейке камер. Что говорить про более сложный ремонт электроники, механики какой-то. Если у нас в каждом районе, в каждом дворе, назовем так, в кавычках, есть мастер, можно найти мастера, который сделает велосипед, отремонтирует или банально даже купить для него запчасти для моноколеса. Сами понимаете, редкость. Следующий минус моноколеса – это нет багажника. И по сути вы становитесь вечным рюкзачником. Вот в прямом смысле этого слова. Вечный рюкзачник. Если вам нужно что-то где-то купить, если вам нужно что-то где-то перевезти, скорее всего, вы выберете именно рюкзак, а не пакет в руках. Если это какая-то вещь еще объемная, то тем более парусность никто не отменял. Даже если вещь легкая, но объемная, то вести в рюкзаке, конечно, куда легче, проще, чем вести его в руках в пакете. В отличие от того же велосипеда, в отличие от того же скутера, в отличие от того же электросамоката. Как писал один из вас, когда он вез на электросамокате коробку с моноколесом, просто сев на нее сверху. Просто, быстро и легко. Шестой минус моноколеса – это часто появляемая боль в ногах. Опять же, это зависит, наверное, в большей степени от физического состояния человека, от того, насколько он активен, насколько он ведет активный образ жизни, не только летом, но и осенью, зимой, весной, бегает, ходит, ездит на велосипеде, на лифте или ходит пешком. И часто я от моноколесиков слышу про боль в ногах, появляющуюся боль в ногах в нижней части, да, вот, не знаю, как ее назвать-то, во время длительных каких-то поездок. Да, у некоторых она появляется и спустя 5 километров езды, но в большинстве случаев вот такая вот, это даже не усталость, это вот такое тянущее, знаете, вот вы как будто пробежали, кто кроссы какие-то бегал в школе, вот вспомните, после 3-5 километров бега, вот состояние ваших ног. Вот примерно такое же и на моноколесе. А после этого все, кто доказывают, что при езде на моноколесе нет никаких физических нагрузок, я думаю, вы поняли мой посыл.
И седьмой минус моноколес – это наши правила дорожного движения, и сюда же отнесем отношение окружающих к моноколесникам, к велосипедистам, к самокатчикам, да ко всем вот людям, которые выбирают ЛПТ, да, легкий персональный транспорт. По сути, из моих наблюдений, то есть за 2 года я такого не слышал, ну, может быть, один раз слышал там от каких-то бабулек. Суть: с тротуара тебя будут отправлять на проезжую часть, если ты там двигаешься по тротуару, а с проезжей части тебя будут отправлять на тротуар, если ты передвигаешься на проезжей части. Все просто. И главное, на сегодняшний день в Украине, в Киеве, это никак не регламентировано, по сути, где должен ездить моноколесник. Если с велосипедистами ситуация как-то более прозрачна, то с моноколесниками или электросамокатчиками все пока что довольно печально. Друзья, вот такой вот небольшой видеоролик. По традиции палец вверх, по традиции подписка, потому что я удивлен, почему вы до сих пор не подписаны, если тема моноколес вам интересна. И фидбэк, что для вас, какие для вас основные минусы моноколес. До новых встреч, новых видосов, всем пока.